Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы находимся в отделе Гуру Декор и демонстрируем вам декоративные покрытия. Сегодня не будет никакого супер образца и какого-то нового эффекта. Мы сегодня рекламируем краску, но не просто краску, а краску для тех, кто любит блеск, кто любит дорого-богато, чтобы было, чтобы выглядело. Искрящаяся краска. На первый взгляд она так и выглядит, как краска. Это торговая марка Гуру Декор. Ну вот как будто краска и краска. Краска. Вот так она называется. Лючи Шинтеланте. Краска с искрящимися блесками. У нас здесь такой будет мерцающий эффект. Мы его заколируем. Как красить все знают. Мы не это вам сейчас показываем, а показывать мы хотим и результат, как она выглядит. Будем колеровать ручным способом. Ну, возьмем вот такой колер. Эти колера у нас тоже есть, они у нас в наличии, достаточно большой ассортимент. Колер концентрированный, конечно, не такой концентрированный, как аппаратный, но все-таки лучше, чем вот эти вот 25-рублевые тюбики. И цвет у нас называется ягодный сорбент. Никогда еще его не использовали, давайте посмотрим, что за сорбент. Нальем просто вот от балды. Хотелось бы, чтобы было чуть ярче, то есть совсем бледную не хотелось бы. И еще, не просто краска. Можно покрасить на подготовленные стены, как обычную покраску. А можно также реставрировать декоративные штукатурки. Ну, реставрировать, видоизменять. У нас на образце очень старое покрытие, которому лет 200, его, наверное, при царе Горохе еще наносили. Видите, он весь уже такой в пятнах, страшный. Он и образец-то страшный, и еще и он и в пятнах. Давайте мы его покрасим и сделаем из него какую-то красоту, может быть. Ягодный сорбент. Ну, действительно похоже, да? Ягоды. Действительно похож цвет. Перемешаем. И покроем сначала один слой. Еще один момент. Если кто-то считает, что чем больше колера, тем ярче цвет, не так. То есть есть определенный момент, когда ярче цвет уже не будет. Это, как правило, отображено, сейчас посмотрим, тут отображено или нет. Вот видите, здесь есть линейка, до какого момента можно дойти, до какого цвета. То есть темнее он уже не будет, чем здесь. Закрыть, что ли, да? А то сейчас опрокину. Колер закрываем. И вот так вот мы покупаем ее. А для того, чтобы вот так вот купить, нужно написать по ссылкам в описании. Есть WhatsApp, Viber, ВКонтакте. То есть кому как удобно, переходите. И заявка на сайте, можно оставить заявку на звонок. Вам менеджер перезвонит, все спросит, что, как, чего, поможет рассчитать. И у нас есть отправка, ну, практически по всей России. С помощью валика наносим краску. Вообще подразумевается покраска, когда идет на объеме, есть такая ванночка специальная. Вот так она выглядит, сейчас покажу. Ванночка малярная. Очень удобно. Наливаем сюда и чистенько, аккуратненько красим. Но так как у меня образец 50 на 60, я не имею смысла тратить вот этот вот инструмент. Поэтому я буду красить прям так. Не обессудьте, если что. У нас есть люди такие, которые прям вот, чтобы из ванночки, так из ванночки. Обратите внимание на укрывистость. То есть мы сейчас покрываем серый цвет. Совершенно другим тоном мы его сейчас покрываем. Она уже у нас, в принципе, блестеть начинает. Но при высыхании это будет гораздо виднее. И еще, для того, чтобы эта краска блестела сильнее, нужно будет пару движений. Мы вам их в конце покажем, не переключайтесь. И также в конце вы увидите, после полного высыхания, ее блеск. Постараемся снять вам под разным углом, при разном освещении, чтобы вы видели, что это за краска. Очень хорошая укрывистость. Цвет тоже, кстати, ничего. На любителя, конечно, но интересный. И образец у нас декоративная штукатурка, приобретает совсем другой вид. Один слой покрасили,
Оставляем сохнуть и посмотрим, есть ли у нас какие-то непрокрасы. Я думаю, что какая бы краска укрывистая ни была, в данном случае нужно красить будет все равно 2 слоя. Потому что, во-первых, это фактура, во-вторых, внизу у нас совершенно другой цвет. Я думаю, что нужна будет еще покраска одним слоем. Оставляем сохнуть и вернемся через пару часиков. У нас высох первый слой. Мы на него смотрим. И мы почему-то думаем, что нам не требуется второй. У нас все прокрашено. Смотрите, как она мерцает. Но сейчас она замерцает еще больше. Я, кстати, хочу сказать про слой. Все-таки, когда вы будете заказывать эту краску, ориентируйтесь на 2 слоя. Я вот предполагаю, что на объеме-то все-таки 2 потребуется, потому что непрокрасы, тем более по фактуре и тем более по другому цвету, и переходы вот эти цветовые, то есть где-то гуще она легла, где-то валиком там посильнее раскатали, это будет видно, поэтому 2 слоя рассчитывайте. Расход у нее 200 грамм на квадратный метр на 2 слоя. И теперь мы влажной губочкой, чтобы выявить больше блеска, достать наружу вот этот блеск. Ну и заодно проверим ее влагостойкость. То есть мы губочку смачиваем немножко водой. Это уже по высохшей краске делается. И ее как бы протираем. Протираем влажной тряпкой. И когда мы ее протираем, у нас наружу достается еще больше блеска. Как бы мы ее потереть немножко должны. Не прям сырой-сырой. И смотрите, ничего не остается на губке. То есть полностью краска влагостойкая. Это говорит о том, что она подойдет и в коридор, и в кухню. Это для тех, кто переживает о том, можно ли ее мыть. Теперь я обратной стороной губки сухой немножко растираю, и она начинает прямо мерцать. Сейчас еще подсохнет, увидите. Очень, конечно, хорошо видно вживую. Разными искрящимися частицами. Она мерцает под разным углом. Сейчас мы вам снимем ее. Она и так мерцала. Как вам показать? Посмотрите, вот здесь вот мы не затирали. Видите? Она мерцает. Надо зафиксировать. Как-то. А здесь она мерцает больше. Вот видите, вот здесь вот сыро было. Вот она больше мерцает. А там меньше. Там, где сухо. То есть вы можете регулировать количество блеска. Либо оставить как есть, либо достать наружу еще. Краска искрящаяся, Luci Scintillante, Gura Decor Eletta линейка. Можно заказать у нас. Цену я сейчас в ролике не называю, потому что годы идут, время, год, два, три проходит. Вот у нас есть ролики старые, 2-летней давности, и люди пишут по этим роликам и хотят ту же цену. А вы же знаете, как цена выросла, да, скачки были какие? Поэтому давайте не будем называть. Пишите, в описании есть ссылки, мы все вам рассчитаем и поможем и доставку рассчитать, и цвет подобрать, и все, что нужно. Я еще хочу сказать, что нам все больше людей доверяют. Это как бы и хорошо, и это немного пугает на самом деле, определенная ответственность. Но все равно приятно, то есть люди пишут, доверяют, они снимают нам свою квартиру, вот показывают стены, они советуются. Это прямо, наверное, это показатель того, что мы не зря работаем. Наверное, это, да, показатель? Не зря. Ну, то есть кому-то мы пользу приносим, и это радует, и спасибо. Ну, в общем-то, вот краска для тех, кто не хочет особо заморачиваться, а хочет просто покрасить, но чтобы было дорого-богато. Это для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и обязательно заказывайте у нас декоративное покрытие. Всем спасибо и пока.